Ох, друзья, сегодня будем готовить наивкуснейшие конфеты «Птичье молоко». Наверняка каждый из вас задавался таким вопросом, почему назвали именно так. Так вот, что я узнала. Если верить легендам, таким молоком райские птицы вскармливали своих птенцов. Считалось, что тот, кто попробует этот редчайший напиток, будет абсолютно уязвим к любым болезням. С тех пор словосочетание «птичье молоко» стало означать что-то невероятное, прежде невиданное. Так и решили назвать популярную сладость. А теперь ближе к рецепту. Первым делом подготовим форму и накроем листом пекарской бумаги. В небольшой кастрюльке смешиваю сахар, ванильный сахар и воду. Ставлю на медленный огонь и перемешиваю до тех пор, пока не растворится сахар. Как только закипело, добавляю лимонную кислоту. Кислота нужна для того, чтобы сахар обратно не закристаллизировался. И варим сахарный сироп на среднем огне около 5 минут. Пока варится сироп, немного взобьем сливочное масло. В этом рецепте я не взбиваю долго, на мой взгляд, это никак не влияет на консистенцию и вкус. Для идеальности нужно взбивать 5-7 минут масло комнатной температуры, чтобы оно не расслоилось. Затем добавляю сгущенку, тоже комнатной температуры, и хорошо перемешиваю. Смешиваем желатин с водой и оставляю набухать. Набухает он очень быстро, так как я использую желатин быстрорастворимый. Тем временем взбиваю белки с щепоткой соли. Соль нужна для того, чтобы пена стала плотной и не осела. Когда белки взбиты до плотной пены, тонкой струйкой вливаю горячий сироп по краю миски, не попадая на венчик, иначе по стенкам миски образуются нити карамели. Миксер включен на самую высокую мощность. Взбиваю до тех пор, пока масса не станет плотной и блестящей. Желатин растапливаю на водяной бане. Можно для этого использовать микроволновку. Главное не перегреть. Как только появилось жидкое состояние, нужно выключить. Затем желатин также вливаю тонкой струйкой в белковую смесь и немного взбиваю. Потом добавляю масло со сгущенкой. Именно они делают суфле очень нежным и сливочным. И снова хорошо перемешиваю. Затем выкладываю будущее птичье молоко в подготовленный противень. Он у меня большой, поэтому слой будет тонкий, около 1 см. И отправляю в холодильник на 1 час. Или до такого состояния, когда бумага будет хорошо отходить. Я делала 2 вида суфле, в одно из них я добавила смородиновый джем. Он придает кислинку суфле и красивый цвет. Растопила джем с водой и протерла на сито, чтобы избавиться от мелких косточек. Вторую партию суфле я готовила на планетарном миксере. Он значительно упрощает процесс готовки. Форму буду использовать меньше, чем противень. Хочу, чтобы суфле было высотой около 5 см. Приготовлю шоколадную глазурь. Шоколад делю на дольки и растапливаю на водяной бане. Также можно растопить на маленькой мощности в микроволновке. Когда шоколад почти растопился, добавляю растительное масло и хорошо перемешиваю до однородного состояния. Оно позволит шоколаду легко распределиться по поверхности суфле. Если нет подходящей формы, можно доску обернуть пекарской бумагой. Так как поверхность суфле не очень ровная, поэтому я его переворачиваю. А так можно заливать глазурью прямо в форме. Немного наливаю глазури на суфле и поворачиваю из стороны в сторону. Можно распределить лопаткой. Слишком толстый слой делать не нужно, иначе будет сложно резать. Убираю в холодильник до застывания глазури. Самое сложное для меня в приготовлении десерта птичьего молока – это нарезка глазури. У меня не хватает терпения нарезать без заломов. Нужно опустить нож в кипяток, обязательно протереть, иначе на глазури образуются некрасивые водяные подтеки. Затем аккуратно прорезаю только глазурь. Если нож недостаточно горяч, то потребуется больше времени на прорезку. И затем уже холодным ножом прорезаю суфле. И еще хотелось бы отметить, что на приготовление конфет «Птичье молоко» уходит мало времени, примерно минут 30, и буквально через 1,5 часа у вас на столе вкусный десерт из доступных ингредиентов. Если не добавлять сгущенное молоко и масло, то получится не менее вкусный суфле к чаю. Приятного аппетита!